Всем привет! Вы на канале Деломастер Обоится. В этом видео я расскажу, как установить штукатурные маяки на глиняную или другую стену. Эта стена сделана из самана и пошпаклевана также глиной, соломой. Я уже снял побелку со всех стен, хорошо прогрунтовал, и необходимо выровнять эти стены строго по вертикали, потому что у нас есть рядом печь, обложенная кафелем, и очень видно, что кверху уровень стены падает. Для начала необходимо приложить ровную рейку, уровень или правило к стене и определиться с уровнем завала стены. Прижимаем правило к самой выступающей точке на стене и отмеряем уровнем строгую вертикаль. Здесь видно, что стена очень завалена, придется, наверное, ложить два слоя, потому что перепад порядка 8 сантиметров. Маяки я буду устанавливать на гипсовую штукатурку фирмы Knauf Rotband. Она застывает быстро и ложится толстым слоем. Для установки маяков понадобится обычный шнур и саморезы по дереву, так как стена глиняная и они хорошо в нее врезаются. Если у вас стены бетонные, кирпичные или из других твердых материалов, необходимо использовать дюбель гвозди. Для начала необходимо нарисовать на стене строгую вертикаль для того, чтобы нанести для пухи раствора. Расстояние между маяками должно равняться длине правила или шпателя. У меня длина 1 метр, значит расстояние между маяками будет около 90 сантиметров. Расстояние от угла до маяка должно равняться 10-15 сантиметров. Затем по этой линии прикручиваем шурупы на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Прикладываем к этим шурупам правило вместе с уровнем и с помощью крестообразной отвертки начинаем регулировать шурупы так, чтобы они строго были по одной линии. Вот определена строгая вертикаль, и все шурупы стоят по одной линии. После этого необходимо установить такую же полосу шурупов на противоположной стороне стены. Теперь прикручиваем один шуруп с противоположной стороны. Теперь берем веревку и привязываем ее до этого шурупа. И натягиваем на другую сторону стены. В итоге получается такой маркер, по которому необходимо выставить остальные маяки. И после натяжки шнуров натягиваем по их уровню остальные промежуточные шурупы. Вот такая получилась геометрия стены. Видно, что здесь идет с правой стороны большой слой, слева маленький. Даже если приложить до угла уголок, то видно, что стена уходит в сторону. Нет строгого угла, 45 градусов. Все шурупы строго выставлены по одному уровню, по шнурку. Теперь выкручиваем боковые шурупы, снимаем шнурки и можно приступить к монтажу маячных реек. Теперь замеряем высоту помещения и отрезаем по этой длине маячок.
Перемешиваем раствор Ротбанд. На 1 кг смеси необходимо пол-литра воды. И перемешиваем венчиком на малых оборотах. Поддерживаем смесь 4-5 минут и перемешиваем снова. Затем набрасываем раствор по определенной линии для пухами между шурупами. И прижимаем к этим шурупам маячную рейку. Вот маячная рейка установлена. Теперь необходимо с помощью шпателя хорошо притереть Ротбанд к рейке. Вот прошло 24 часа и маяки засохли. Теперь можно приступить к штукатурке стен. Но это уже будет в следующем видео. Вот такие получились маяки. Пустые места можно будет уже сегодня замазать, чтобы все было монолитно и они не прогибались. Сбоку на маяках видны головки шурупов, которые как раз упираются в профиль. Поэтому для лучшего контроля за уровнем установки маяка старайтесь сразу не мазать раствор в том месте, где будет шуруп. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как сделать маяки для оштукатуривания стен. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!